Итак, как же правильно держать гитару? Особенно для начинающих мы берем такую подставочку. Эту подставочку может заменить небольшая табуретка или кастрюля, или стопка из книг. И ставим на нее левую ногу. Причем очень важно, чтобы вот этот вот угол на коленке был 90 градусов. Как проверять, правильно ли у вас стоит нога? На нее должен кто-то сесть, и вам не должно быть тяжело. В коленке 90 градусов, и важно, чтобы нога стояла 90 градусов по направлению к вашему телу, то есть чтобы коленка была прямо напротив пятки. И также у нас 90 градусов в коленке в правой ноге. Вот у нас хорошая посадка, получается у нас 3 точки опоры. Это грудь, нога и еще одна нога. Как я уже сказала, проверить можно легко, предложить кому-то сесть к вам на ногу. И если вы спокойно, без напряжения выдерживаете чей-то вес, и коленка находится прямо напротив пятки, значит, вы сидите правильно. И вот это вот наша 3-я точка опоры. И проверить, правильно ли гитара стоит, можно и тренировать это лайфхак, просто поставив гитару и сев просто читать книжку или смотреть телевизор, опустив руки, и гитара стоит просто вообще сама по себе. Очень важно, чтобы головка гитары была примерно на том же уровне, как и ваша голова, то есть чтобы у вас и головка гитары, и ваша голова были на одной высоте. Плюсы правильного позиционирования гитары. Первое, то, что у вас руки, получается, совершенно свободны и могут заниматься просто музыкой, а не держать инструмент, чтобы он у вас не выпал. Второе, левая рука. Левая рука сразу становится в идеальном положении. У вас плечи остаются прямыми, спина остается прямой, и автоматически в природном состоянии левая рука ложится на струны. Третье. То, что когда вы впоследствии будете играть в позициях, если вы просто отпустите руку, вы увидите, что при такой позиции левая рука природно падает вдоль грифа. Это значит, вот эту скорость вы сможете использовать, когда вы будете играть быстрые пассажи. Правая рука ложится на гитару абсолютно удобно. И получается, что гитара становится ей подставкой, а не наоборот, что мы правой рукой пытаемся удержать гитару, чтобы она никуда не делась. Правая рука, когда вы ее позиционируете, она автоматически становится абсолютно ровно, абсолютно природно и расслаблена. Третье, то, что угол между пальцами и струной, он автоматически становится правильным в сравнении вот с этой позицией. И это 90% успеха для вашего идеального звука. Следующее – это то, что впоследствии, когда вы станете известными гитаристами, когда вы возьмете гитару и будете играть стоя, вам не нужно будет переучиваться, потому что у вас уже пальцы и руки привыкнут к правильной позиции гитары. Основные ошибки начинающих и не только гитаристов. Изначально это как мы держим гитару. Бывает ошибка, когда мы ставим просто на одну ногу, гитара начинает падать. Это не важно, правая или левая. У нас получается всего лишь 2 точки опоры, и получается, что нам приходится удерживать гитару руками. При положении гитары на одной ноге у нас возникают следующие ошибки. Гитара падает, мы начинаем сутулиться, у нас возникает горб, мы перекручиваемся, возникают зажимы в шее и в спине, и рукам приходится держать гитару, чтобы она не упала, и из-за этого мы не можем расслабленно играть на струнах. Следующая ошибка при подобной посадке – это то, что гриф находится слишком низко. Из-за этого у нас левая рука не может стать правильно. Если мы ставим правильно большой палец на середину грифа, у нас получается тут изгиб, и со временем начинает болеть сустав в этой стороне. Кроме этого изгиба, у нас получается, что пальцы становятся не так природно, как они могли бы стоять, если бы мы поставили гриф правильно. Если гриф низок, то получается в правой руке неправильный угол соприкасания пальцев и струны, и звук получается некрасивый, неплотный и слабый. И очень важная ошибка при низком грифе – это то, что рука, когда вы начнете играть в позиции, если вы ее отпустите, природно рука падает вниз. И получается, для того, чтобы сыграть в позиции, вам все время нужно держать в напряжении всю руку, пальцы и плечо. Основные ошибки левой руки – это то, что, как я уже сказала, если гриф низко, то у нас большой палец торчит тут.
Для электрогитары, конечно, техника очень сильно отличается в правой и в левой руке. Поэтому обращаю ваше внимание, что в этом курсе мы занимаемся именно классической и акустической частично гитарой. В классической гитаре большой палец торчать не может, потому что если он торчит, то получается, что эти струны не могут дотянуться до баса даже. Второе, то, что эти пальцы ложатся на струны плоско, то есть у нас получается, если мы зажимаем вторую или третью струну, у нас уже остальные струны не звучат. Следующая ошибка, это получается, что вот здесь вот возникает, если человек все-таки при низкое положение грифа пытается правильно поставить пальцы, у нас возникает вот здесь вот изгиб, и большой палец со временем и вот этот сустав, они могут начинать просто болеть, и возникает очень большой дискомфорт. Следующая ошибка начинающих гитаристов в левой руке, то что прижимают они очень-очень сильно, и поэтому устают пальцы, звук становится такой вот немножко искаженный. Следующая ошибка – это то, что зачастую люди прижимают струны, лады не около вот этих порожков металлических, палочек таких, а где-то в середине или даже в начале. Это тоже очень грубая ошибка. Итак, что нам нужно, на что мы должны обратить внимание? Первое. Переставить гриф в положение такое, чтобы голова гитары и ваша голова была на одном уровне. Второе. Большой палец положить на середину грифа. Для начинающих гитаристов, для моих учеников я предлагаю наклеить просто полосочку пластыря, для того, чтобы большой палец, это я называю парковкой, всегда заезжал и был на его парковке, то есть на середине грифа. Как проконтролировать? Это очень хорошее упражнение, в том числе для баре. Это просто взять, поставить либо 3 пальца, либо 4 пальца, либо просто 2 пальца, зажать между большим пальцем и остальными пальцами гриф на 3-й или 4-й струне и просто держать гитару. Тогда вы почувствуете, какой силой вам нужно прижимать гриф и как должна правильно работать, как правильно должны работать мышцы в левой руке, для того, чтобы вам играть было легко. Следующее. Итак, у нас большой палец стоит на середине грифа. У нас здесь нету никаких изгибов, у нас здесь рука получается абсолютно природно в ровном положении. И теперь мы знаем о том, что прижимаем, мы начинаем, допустим, с 5-го лада, мы прижимаем на 3-й струне около, вот прямо чувствуем наш гитарный порожек металлический, и вот рядом с ним прижимаем первым пальцем, прижимаем струну. Причем очень важно, чтобы вот здесь вот пальчик был кругленьким, то есть чтобы он не ложился плоско на струну, потому что, как я уже сказала, будет глушиться нижняя струна, а становился фактически под углом 90 градусов. Вот так вот. Еще один лайфхак – это когда вы уже ощутили порожек, теперь положили палец на струну и теперь сначала легонько прижали, струна не звучит. И теперь очень медленно начинайте добавлять давление до тех пор, пока вы услышите, что струна зазвучала. И на самом деле вы, если несколько раз и внимательно сделаете это упражнение, вы увидите, что на самом деле сил нужно очень мало прикладывать для того, чтобы струна действительно зазвучала. Сделайте это упражнение с каждым пальцем. Следите за порожком и следите за силой прижатия.